Всем привет! С вами Анастасия и канал Авелия Стайл. Сегодня я хочу рассказать вам про флешмоб пуговицы в украшениях. Этот флешмоб запустила Фати с канала Ruby Fun. Я уже посмотрела некоторые видео по этому флешмобу и вдохновилась. И мне тоже захотелось поучаствовать в этом флешмобе. Но поскольку бусин у меня не было, я не занимаюсь шитьем, в магазине Леонардо, где рукодельный отдел, можно покопаться в коробке с различными пуговками. Там можно найти очень много разных пуговок, даже несколько одинаковых. И вот я наткнулась в этой коробке на вот такие сатиновые пуговки. Я обожаю изумрудный цвет, мне он очень нравится. И купила вот такие пуговицы. Каждая пуговица по 3 рубля. То есть из такого огромного выбора можно выбрать, которые нравятся вам, и купить по 3 рубля за штучку. Вот я набрала столько одинаковых пуговиц. Еще в магазине я увидела набор вот таких пуговиц. Это компания Гамма. Не все пуговицы идеальные. Вот есть такие, есть немного пошарпанные, но они тоже очень красивые. Я думаю, что их можно использовать для украшений. С другой стороны, они как ракушка. Это, в общем, не удивительно, это нормально. Но лицевые стороны у них вполне очень хорошие. Я думаю, что их можно использовать в бижутерии для украшений. В общем, надо подумать, что из них собрать. Вот. Ну и вот эти шикарные пуговки просто покорили мое сердечко. Смотрите, какие они красивые, сатиновые, даже без царапин. То есть отличные пуговицы. Я считаю, что их можно использовать как кабошоны. Вот тут немножко есть царапина, но ее не видно. Пришла мне идея сделать асимметричные серьги. Смотрите, взять одну зеленую и одну вот такую светлую пуговицу. Вот такие бусины стеклянные у меня есть. Это из набора с Алиэкспресс. Вот такой микс я покупала. И в нем нашла вот такие бусины. Мне кажется, их можно сюда добавить. Вот так сделать асимметрично. Может быть, как-то добавить вот этих маленьких пуговичек. И с этой стороны уже повесить вот такие бусины. А с этой стороны повесить вот эти бусины. Не знаю, может быть по 3, как-то так. Или по 2. Может и по 2, чтобы не сильно. Хотя сейчас тренд на длинные серьги. Может быть, стоит и по 3 добавить. Вот такой вариант. Я еще не знаю, как буду соединять вот эти пуговки. Но сама идея мне очень нравится. Обшить вот эти пуговицы как кабошон. Сзади вот это отщипнуть надо будет. Обшить как кабошоны бисером. И сделать вот такую цепь из пуговок и бусин. Так, это у меня одна идея. Другая идея у меня была вот какая. Сделать сюда одну по одной и добавить элементы. Вот такой браслет у меня был заказан когда-то очень давно. Я уже не помню даже когда. Наверное, и ссылки не найду. Был заказан с Алиэкспресс. Меня привлекли
сами детальки. Детальки, ну и замочек тоже неплохой, кстати. Вот эти детальки, они разъемные. Кружочек с двумя соединительными колечками. А вот эти квадратики, они тоже рассоединяются. И можно вот так сделать как соединительный элемент. То есть вот. Как-то так вот зелененький очень сюда бы подошел. Вот так вот на снизу бусина. Вот. И к зеленому тоже. Мне кажется, шикарно будет смотреться. И к этому всему прочему сделать браслет. Использовать два соединительных элемента на серьги, а два соединительных элемента оставить в браслете и использовать, допустим, черные, потому что красный и синий не подходит, будет выбиваться и отличаться от серег. А использовать, допустим, черный вполне можно сделать вот такое чередование. Вот. На концах вот эти два или в середине, допустим, вот здесь можно оставить, потому что они очень красивые. Допустим, вот так у меня будет два соединительных элемента стоять. Так вот бусины и сюда, допустим, поставить вот эти бусины. И все закончить. Может быть, либо вот так, либо сюда поставить черную с черным камешком. Вот такая идея у меня возникла. В общем, я пока не знаю, какую именно я буду использовать для... Какую именно я сделаю. Ну, в общем, как-то так. В общем, вернусь к вам уже, когда все сделаю. И встретимся через секунду. Вот так я рассоединила элементы. Вот такие они с других сторон. Вот такие типа зажимов. Я думаю, что если вставлять сюда колечко и зажимать, это вполне себе нормально будет смотреться. Вот, как-то. Если так прикидывать, то вот так то будет. Эта идея использовать пуговицы просто гениальная. Посмотрите, какие классные детальки у меня получились. Я не знаю, я в шоке просто. Это выглядит шикарно, я считаю. Не знаю, как вам, но мне очень нравится. Вот так асимметрично будут выглядеть серьги. Я уже подготовила вот эти детальки. Снизу будут. Покрытие слезать не будет, потому что вот эти колечки из нержавеющей стали. Значит, тут снизу у меня вот эти две детальки. Дальше две бусины. И вот уже как они выглядят так, мне очень нравится. Я не знаю, я просто в шоке. Я сама буду носить эти серьги. Смотрите, как классно это будет выглядеть. Но мне хочется их удлинить, поэтому я планирую использовать вот эти вот еще пуговки
Думаю, что вот так. Я хочу продеть сюда пин и подвесить еще 2 пуговки вот такие. Ну, подберу какие-нибудь покрасивше. Вот такой может быть. Либо вот так. Ну, у меня еще есть вот такие треугольные бусины, жемчужные, очень красивые. И они как асимметрия кругу. Мне кажется, очень классно бы здесь смотрелось. Я не знаю, как вам, но мне очень нравится. Это просто шикарно выглядит, я считаю. В общем, пойду крутить пины и потом вернусь к вам. Еще хочу добавить, что вот эта деталь, она универсальная. Можно сделать, допустим, есть такая заготовка у меня, кольцо. Ну, не смотрите на колечки серебряные. Вот так можно сделать кольцо из такой детальки. Мне кажется, просто классно смотрится. Ну, без колечек, естественно. Вот так. Либо сделать браслет вот такой. Допустим, из 3 деталек таких. То есть посередине будет, допустим, вот эта деталька, а по бокам вот это. Вот так. Мне кажется, тоже классный бы был браслет. Я думаю, что эта история получит свое продолжение. Вот. Ну, в общем, как-то так. Пойду дальше собирать серьги. Вот такие серьги у меня получились. Смотрите. Такая красота. Носить я их буду на сережке вот на такой. Это серебряные серьги, обычные колечки с марказитами. Вот. И они неплохо гармонируют с вот этой деталька. Тут как будто бы тоже марказиты. Я считаю, что смотрится просто шикарно. Вот такая серьга. Вторая серьга. Выглядит просто шикарно. Я не знаю. Хочется прямо сейчас их одеть и всем и показать всем, кому только можно. Мне кажется, выглядит просто шикарно. Может быть, кому-то покажется, что слишком длинные. Они практически они достают прямо до плеч. Но мне лично очень нравится. Вот так выглядит изнанка. Пуговку я подвесила на пин. Снизу колечко пина плотно закрутила, а сверху немного колечко приподняла и прицепила к вот этой детали. К вот этой квадратной детальке. Вот. Вот так выглядит изнанка. Тут тоже самая такая же схема. Снизу колечко плотно закрутила прямо к пуговице, а сверху колечко приподняла. Я не знаю, я в восторге от этих серег и обязательно их буду носить. В таком виде. В принципе, вот вместо этих колечек есть еще идея вот такую сережку одевать.
То есть вот так подвешивать. Это длинный штырек, тут его хватит, чтобы закрыть замочек и вставить в ухо и закрыть замочек. Можно и как идею вот так носить. В общем, такие серьги на этот флешмоб. Я еще планирую сделать браслет. У меня остались две вот такие детальки квадратные. Я думаю, что вставлю их в браслет. Также замочек для браслета вот такой есть. Тоже как будто с марказитами. И еще у меня есть пуговки. Такие. И вот таких пуговиц у меня тоже еще много. Я думаю, что браслет, может быть, еще кулон, в принципе, сделать можно. Из такой серьги можно сделать вот кулон. Снимаем с серьги, и вот такая цепочка. Зацепляем за колечко. И вот смотрите, какой классный кулон получается. Вот эти бусины, они к всему подходят. Они хорошо гармонируют со стразовой цепочкой. И можно носить как кулон. Я считаю, так тоже можно. Почему бы и нет? В принципе, так тоже смотрится хорошо. Я думаю, что я сделаю еще две такие подвески, но покороче. То есть не будет вот этого квадратного элемента. Скорее всего, будет только пуговка вот такая и бусина. Либо зеленая, либо вот это, либо вот такой ромбик. Мне кажется, сделаю еще такие серьги, но покороче, чтобы можно было комбинировать. Допустим, одну серьгу длинную, одну серьгу, допустим, покороче, да, вот так, как-то так. И одевать кулон. Ну, вот такие у меня украшения получились. Как вам? Что вы думаете по этому поводу? А я с вами на этом прощаюсь. Спасибо всем, кто пришел. Приходите еще. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. А также оставить лайк и комментарий. Это очень поможет в продвижении канала. Всем всего хорошего. Всем пока.